Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Эспирационе. Таро расклад, знаки судьбы, выход из лабиринта, неоконченная пьеса личной истории. И мы пока еще не знаем, какую личную историю нам раскроют карты, да что угодно, как и личная жизнь, история взаимоотношений, да, история любви, возможно, какая-то, которая за душу берет. И некоторый лабиринт, или вы задумали какое-то дело, оно связано, к примеру, с документами или с каким-то процессом, который, ну, тоже быстро не решить. Чего ждать? К чему, опять же, придет все то, что я уже проделал или проделала, и каково будет продолжение? Есть оно? Или какая-то история, которая касается вашей самореализации? Может быть, и переездов. Но вот самый главный смысл, если мы говорим выход из лабиринта, уже либо потемки, либо вы проделали какую-то работу, ваши действия активные были приложены, потрачено время, усилия, может быть, и средства, или какой-то по личной истории, тоже длительный период. А воз и ныне там. Вот давайте узнаем. У нас сегодня две колоды. Посмотрим, как пойдет расклад. Спонтанно будем идти по ситуации, мои дорогие. Но вначале мы, конечно, сделаем сигнификацию, чтобы понимать... Ух, прямо вот торопится карта. И ведь знаете, как доброе начало, туз жезлов, это возможность, это какая-то информация. Поэтому, мои дорогие, а ведь правда, выход из лабиринта, где-то вы можете быть близки. Как раз, когда дверь, либо вы сами открываете, либо какая-то информация, новость к вам приходит, проясняется какая-то, ну, может быть, запутанная история, и для вас это разрешение вопроса. Я такое могу предположить. Но это еще и ваша собственная активность, когда вам нужно будет ухватить момент. Потому что по тузу жезлов, пусть не в каждой колоде, но в некоторых, имеется в виду, ну, знаете, как цепочка. Информация пришла. Дальше обдумывание, то есть вы что-то анализируете и тут же переходите к действиям. То есть вот этот три компонента как-то нужно будет соблюсти. И нам не говорят, что тут все само будет. Нет, тут, скорее всего, что-то и от нас будет зависеть. Ну, давайте посмотрим. Если нам уже такая подсказка добрая приходит, как знак судьбы, да, можем так рассчитывать, что где-то выход близко. Ну, или истина где-то рядом. Давайте. Что же нам по сигнификации? Какую историю сегодня нам раскроют карты? Что у нас на дне? Ух, еще один добрый знак. Знак судьбы. Вы знаете, правда, если вот мы говорили с вами даже до расклада, что проделана работа или была какая-то история общения, будем говорить. Может быть, история по работе. Не обязательно это про любовь. Или, да, личная жизнь. Но шестерка, почему часто эта карта 6 пентаклей? Это, как, знаете, помощь, поддержка высших сил. Вообще это баланс, гармония, равновесие, потому что если мы говорим 6, мы можем одинаково, равномерно распределить на чаше весов. С одной стороны 3 и с другой стороны 3. Поэтому эта карта ознаменует то, что если продолжение отношений, то в том формате, когда один нужен другому, или, пусть это по работе, интерес одного и второго, если это по работе и деньги, ваша работа и получение денег, то есть взаимный энергообмен. Ну и, понятно, высших сил тут, видимо, что-то вы проделали не просто так, а вот туз мечей я конкретно называю выход из лабиринта. По истории любви у кого-то нам раскроют карты, про переезд и про обучение, или когда вы можете свое ремесло, творчество добиться очень высоких успехов, популярности, мои дорогие. Может быть, и создать конкретно шедевр. Вот сразу 4 карты. Да я вообще уже не вижу, зачем мы делаем с вами расклад. Ну ладно, тем не менее. Такие знаки судьбы. У вас практически 6 карт, 6 знаков судьбы, когда действительно есть смысл, но я, по крайней мере, вижу так, есть смысл что-то продолжать. Итак, кто пришел сегодня на расклад? Колесница. Сама по себе карта говорит о переменах. Или вы, быть может, собираетесь куда-то переезжать. Период у вас сейчас в жизни такой, что скорее вы приходите к выводу, что вот именно теперь
невозможно с чем-то определиться, потому что вы можете чувствовать вот этот момент перехода между прошлым и будущим. Может быть, чувствуете, не все в моей власти. Здесь именно как судьба. Мы можем не верить, кстати, в судьбу, но это не важно. Нас жизнь сталкивает с теми обстоятельствами, когда мы понимаем, что наши планы – это здорово, замечательно. Но ход небесных фишек мы не можем изменить, и поэтому иногда мы вынуждены словно замереть, как пантера перед прыжком, и быть, знаете, вот слышать, как растет трава. Я часто это говорю. То есть внимать, что происходит вокруг, что говорят люди. Как-то вот эти обстоятельства, может быть, общемирового формата даже на вас оказывают влияние, и это приходится учитывать тоже, потому что вот момент перехода, вот это прошлое, она завершается, и карта говорит, перед тобой сейчас будет такая история жизни, когда тебе нужно все новое буквально встречать и думать, для чего это пришло, как ты можешь с этим провзаимодействовать, а для кого-то буквально вам придется куда-то поехать, или будет период, может быть, он уже был, когда вам много поездок пришлось совершить, но как будто подобное, или подобный темп, или история, она будет действительно продолжена. И вот смотрите, 2 старших аркана у вас выпадает. Нулевой аркан – обнуление как. И все то, что я говорила до этого времени, эта карта подтверждает. Но где-то не замечтаться, это будет важно. Что у вас, да, есть какое-то взаимодействие, 2 пентаклей. Это могут быть как отношения и по работе, или у вас вообще сейчас, в принципе, пентакли. В центре вашего внимания находятся вопросы, которые связаны с деньгами. И вам их придется решать. Уделите внимание, работа, деньги или откуда они к вам приходят. Может быть, если мы говорим о переезде, в конечном итоге недвижимость, имущество – продажа, может быть, купля у кого-то и так. Но есть, опять же, взаимодействие. Вы не одни, мои дорогие. Здесь есть какая-то еще одна персона, то, что само по себе предполагает взаимодействие или какой-то дуэт. Но вот смотрите, и карта башня не самая веселая карта, это разрушение. И будьте готовы к тому, что да, обнуление у кого-то, или мы говорим обнуление отношений, но как новый жизненный этап. И мы не можем говорить, что что-то завершается по этим 4, по крайней мере, картам. Или ваши ощущения, мы ведь смотрим сигнификацию, вы уже хотите что-то закончить и начать уже что-то новое. Потому что, возможно, вы сейчас смотрите, какая-то история по 2 пентаклей у вас тоже затянулась. Но карта нам все же говорит, что вы на пороге перемен. Поэтому я так вижу, именно с перемен начинается. А далее следует переменами, да, как новый жизненный этап или обновление ваших отношений, какие-то новости по работе, новые возможности заработка. Или придется переделывать документы, мои дорогие. Потому что поменялись законы или поменялись какие-то положения, приказы, вот что-то такое. Перезаключение, может быть, контрактов по работе. Но перемены есть, и они будут продолжены. И вот следом вы можете что-то начать, или, может быть, вы уже с каким-то новым вдохновением приступили, да, к чему-то. А здесь башня. Башня – это предполагается, что как прежний мироуклад, миропорядок или на более бытовом уровне какая-то именно история завершается в силу тех причин, что вот это по 2 пентаклей взаимодействие, оно нарушается. Или энергообмен, он тоже нарушается. А что же это еще? Обстоятельства, может быть, непреодолимой силы. Но, знаете, вы сейчас действительно можете быть, вот как карта я называю болезненного искаженного восприятия, 8 мечей, нам показана девочка, мать, прикладывает компресс на, скорее всего, на голову дочки температурящей, потому что мы сами знаем, когда у нас гипертермия, часто наше восприятие, оно как мы словно с другой планеты. Или оно искажено, потому что мы вообще все не можем воспринимать достаточно объективно. И это сама по себе отнюдь не трагедия, даже если у нас рядом выпадает аркан башня. Жизнь должна быть продолжена, но, видимо, перед тем, как что-то будет продолжено, ну, может быть, это должно быть сведено к нулю. Поэтому у кого-то, к примеру, контракты даже, да, по 2 пентаклей или взаимоотношения, они
словно должны быть сведены к нулю, чтобы должно родиться что-то новое. Или в каком-то новом формате они должны пойти. Если этого не происходит, значит, то тогда скорее включается аркан башня. И вы вот сейчас на этой развилке судьбы можете быть, потому что непонятно, в какую же сторону, либо в обновление, либо в башню. Ну, наверное, не все так однозначно, поскольку я вижу, что вы хотите что-то продолжить. Очень жалко вам с чем-то прощаться. Но карта еще говорит о том, что у тебя именно сейчас, может быть, поэтому вы смотрите расклад, вот это болезненное восприятие или искаженное восприятие. Хотела сказать, по какой причине. Причина вот она нам сама по себе уже вышла, 5 жезлов. Вы не можете понадеяться на конкретного человека. Или, возможно, вас подвели на работе. Или то, что было обещано, но не было исполнено. В целом, наверное, любая ситуация может быть сведена к тому, что какое-то партнерство именно разрушается, потому что в силу того, что вы думали или на что вы надеялись, оно не было соблюдено по разным причинам. Либо это было связано с человеком, который без конца меняет свои планы, или ищет, где трава зеленее или солнце ярче. Или вы столкнулись с той историей, когда вы кому-то доверились, а вас буквально забыли. Забыли как за ненадобностью. Или поступили с вами, ну, как мы поступаем с вещью. Вот, да, есть такое, вещь бросили, мы говорим. То вот здесь какое-то создалось отношение, если мы вот именно о личной жизни. Или пусть это по работе, но оно взаимосвязано. Когда вы искренне были в отношении какого-то человека, а он был на своей волне. Может быть, у него было каких-то много задач или много отношений помимо вас. Или когда он сделал выбор не в пользу вас и пытается это подать с такой позиции, либо вы его не устраиваете, или может на вас обижаться, или может вам создавать какую-то конфликтную ситуацию. Вот все-таки есть такой момент. И вам это тоже где-то надоело. Вы устали, мои дорогие, вот это точно. И уже, наверное, на теперешний период хотите как можно быстрее что-то завершить. Что же нам? Давайте достанем несколько карт. И на сегодняшний день вы стоите на выборе. У кого-то это будет выбор по личной жизни. Может быть, она, знаете, была связана с тем, что вы намеревались переехать к какому-то человеку, и было что-то обещано. Вот этот аркан колесница тогда вам будет говорить, вы знаете, ведь все равно эти отношения, мы говорим, как кармические. Или пусть это была какая-то ситуация по работе, как релокация, да, вы собирались переехать опять же. Но, значит, мои дорогие, для вас сам период вот этой подготовки или сам период вот этих каких-то сложных отношений, которые сейчас какой-то либо конфронтацией заканчиваются, либо когда вы не можете вообще найти взаимопонимание, когда, может быть, и вокруг какая-то обстановка, как в мире, она нестабильная, вы понимаете, да я уже запутался, сплошные какие-то лабиринты, как минимум 3 лабиринта, да, и внешняя обстановка, и внутренний какой-то раздрай вы чувствуете, и усталость, главное, болезненную какую-то ситуацию, так и есть какие-то партнерские отношения, которые могут строиться, кстати, или могли начинаться как по работе через интерес в деньгах, а потом взаимопонимание было утрачено, или пусть это личная жизнь. В конечном итоге тот, кто вчера вас понимал, сегодня он повернулся спиной, или устраивает вам буквально какую-то конфронтацию. Но для вас этот жизненный опыт, он как раз для этой перезагрузки. Это как путь к счастью. Он вам совершенно необходим. Что поделаешь? Судьба нас не только мучит, но и учит. Вы будете подводить итоги. И вы знаете, вы за какой-то непродолжительный срок словно прожили целую жизнь отдельную. Ваш жизненный этап – он действительно завершается, мои дорогие. Я вот только что сказала, обе карты это подтверждают. Почему? Посмотрите, как легли вот эти карты, дуплет, нулевой аркан, первый и 21, последний аркан, старший, Таро. Вы уже прошли этот путь. И вот теперь вот эта перезагрузка,
она будет означать, что какие-то бонусы вы все же получите. Вы что-то проанализируете. Мир, гармония в вашей душе практически, ну, вы уже близки к восстановлению собственных сил, или пусть это к новым планам, какой-то новой совершенно стратегии вашей жизни, новый путь к счастью, мои дорогие. Вот это завершение или вот этот выбор вы не будете делать на эмоциональном надрыве, а вы примете это с душевным спокойствием, потому что мир, может быть, и какая-то прояснится история внешняя, общемировая. Вы знаете, слушайте свою интуицию. Вот это как событие прежнего жизненного этапа, или мы говорим незаконченная пьеса, это действительно какая-то только пьеса вашей жизни. Мы можем написать этих пьес массу. Или пусть голова, да, какая-то, но, видимо, она должна быть завершена, и она была вам дана именно для того, чтобы вы научились правильно оценивать внешние события и понимать, что, может быть, не всегда стоит быть настойчивым в своих взглядах, потому что вас, скорее всего, какая-то история словно переломала, перекрутила. Может быть, это было очень болезненно, но в конечном итоге вы научились, возможно, хранить молчание. Или поняли окончательно, что ваши планы – это прекрасно, но есть еще и внешние обстоятельства, есть еще и какие-то события в жизни людей, пусть это даже события, тут ведь могла какая-то история закончиться именно потому, что силу непреодолимых причин у конкретного человека что-то завершается или меняются планы. Не потому, что вас кто-то хотел даже обмануть или строил хитрые планы. Человек меняется. Вот как у вас, вы проходите какую-то историю перемен, то же самое могло быть в жизни конкретного человека. И это мы не изменим. Но мы теперь это понимаем. Поэтому мы не можем все просчитать. И вот эта мудрость, по сути дела, которую олицетворяет Верховная Жрица, это и есть прообраз интуиции. Интуиция – это наш опыт, тот, который без эмоций. Не случайно у вас предыдущий аркан – мир. Нет никакого, знаете, острого восприятия по этому аркану. Здесь уже спокойствие само по себе приходит. И интеллект. Вот, наверное, спокойствие, мир вашей душе, гармония и интеллект вам позволяет сделать какую-то перезагрузку или словно увидеть тайное, то, что всегда по Верховной Жрице, она как между двух колонн. Здесь у нас две свечи, и есть одно, то, что светлое, или то, что нам пытаются демонстрировать, а есть и темное, то, что мы должны обязательно учитывать. Это как прелюдия какой-то ситуации или причина. Что же еще у вас происходит? И вот, наверное, совершенно необходимо вот из этой Верховной Жрицы. Кстати, по энергетике близкие карты. Превратиться в королеву мечей. Это прообраз Юдифи. И я не буду подробно останавливаться. Кому интересно, найдет информацию, я думаю, в интернет. И это история. Это история Ветхого Завета. И ведь мы говорим независимость. Королева мечей, она независима. Но она никому уже ничего не доказывает. Она поставила какой-то свой план, и она понимает, что планы имеют тенденцию сбываться, чем меньше мы рассказали об этом окружающим, и чем больше мы надеемся на самих себя. И причем сосредоточенное лицо такое у нашей королевы. Вот и вы сейчас действительно словно пантера перед прыжком. Вы думаете, что я могу взять и еще из прошлого, что я могу сохранить вверху аркан башня, или чему меня научила та или иная жизненная ситуация, и как я теперь буду действовать. Вы сейчас надеетесь только на самого себя или саму себя. И есть Его Величество реальность, а еще и, может быть, Его Величество случай, потому что аркан Солнца – это как путь к Солнцу. Вы сейчас, мои дорогие, может быть, вот эта новость или то, о чем нам говорили карты еще до того, как мы смотрели сигнификацию, говорят о том, что вы все равно идете к этому Солнцу. И
какая-то ваша задумка, она будет продолжена. Вы явно будете корректировать свои намерения и цели, это неизбежно. Но до конца 2025 года, если вот вы именно теперь смотрите мой расклад, а если, мои дорогие, вы нашли это видео после 2025 года, то тогда по аркану Солнца эта дистанция 6-8 месяцев. Поэтому примите это во внимание. Мы с чем-то определяемся и все вот или адаптируемся к тому, что уже произошло. И дальше это как путь наверх, путь к Солнцу. Это карта, безусловно, радости, самореализации, возможностей. Поэтому они будут. Но, наверное, вот с таким предельным вниманием. И когда вы сами уже изменились, вас уже какая-то история перезагрузила, заставила пересмотреть даже то, что вы думали неизбежным, незыблемым. Но нам еще карта говорит о том, что да, вот этот путь к Солнцу, увы, мои дорогие, он не будет легкий. Вам еще в последующий период, 13-й старший аркан, придется от чего-то отказываться. Проводить какую-то чистку в своей жизни, может быть, избавляясь от тех людей, которые никогда не придут, или вот от этой конфронтации по 5 жезлов. Избавляться от многозадачности вам придется учиться. Вам придется пересматривать свое окружение еще не единожды, мои дорогие. Возможно, по переездам, примите к сведению. Я могу такое предположить для некоторых из вас. Все же у нас расклад общий. Но у вас в жизни может сложиться такая история, что вы переехали в одно место, а из этого места вам придется еще менять дислокацию. Или вам придется где-то быть как на колесах. В одном месте отстроили благополучие, там тоже что-то будет меняться. Вполне вероятно, вот эти перемены, вот посмотрите, первый старший аркан и завершается у нас 13-м. Вот эти перемены или какой-то вами проделанный предыдущий жизненный этап был совершенно необходим для того, чтобы для себя научиться снова и снова выстраивать какую-то стратегию благополучия. Или, может быть, из хаоса создавать порядок, или это самое благополучие, находить в себе силы и создавать с нуля. Будут продолжения перемен. Причем это может быть связано с тем, что даже внешняя какая-то ситуация, на которую вы не будете влиять, вам будет необходимо как можно быстро сориентироваться и вот как оставлять снова и снова прошлое позади. Но это, тем не менее, вот такой у вас путь к Солнцу. Нет, я теперь решила, сделаем мы по-другому. Оставим наши карты, чуть подвинем. И давайте мы с вами спросим события будущего. К чему идет ваша ситуация или какое будет развитие, если вам подходит именно то, что мы обрисовали в сигнификации, тогда продолжайте смотреть. Если это совсем не соответствует, потому что сложный жизненный период по всем 12 картам, который связан с потерями, с предательством, но и в то же время с какой-то реальностью, которую вы уже видите по-другому, с изменениями вас самих. События будущего. Как это будет развиваться, какая-то история. Каков он будет сам по себе, выход из лабиринта. Чем вам придется заниматься. Вы знаете, очень добрая карта хорошего настроения, отклика в ваш именно адрес, когда вам могут говорить комплименты или проявляться конкретный какой-то человек, когда вас что-то будет радовать, мои дорогие, точно радовать вас что-то будет. Либо это могут быть даже те отношения, которые вы вот сейчас именно не знаете, будут они продолжены или нет. Это могут быть какие-то поездки, переезд, если вы планируете переезд. По работе, мои дорогие, у вас тоже могут прийти какие-то радостные вести. Ну вот по всем, наверное, ситуациям, которые мы в самом начале перечисляли, или сферам жизни, вы действительно получите скоро какое-то доброе известие, которое вас вдохновит. А карта нам, тем не менее, говорит о чем? Рыцарь жезлов. Да, ты будь готов к неожиданностям, потому что это может быть сопряжено как раз-таки с тем, что тебе придется куда-то быстро собраться, отправиться, согласовывать документы, встречаться с конкретным человеком или людьми.
для себя прояснять какую-то обстановку. Может быть, и поехать так вот спонтанно в какой-то новый маршрут, в новом направлении, потому что внешняя ситуация тебя к этому вынуждает. И это не говорит о том, что, опять же, вы можете быть в чем-то однозначно уверены. Или то, что вам будет обещано, как вот радостная новость, информация, что это будет выполнено, мои дорогие. Здесь что-то не будет выполнено с точкой. Уже где-то нам говорят, эта карта, если ты сам действительно в себя веришь, секура дисе. И если вы в это верите, или мы будем говорить, что вы имеете какой-то свой план, вы уже какой-то протоптали сложный путь, и вас эта история должна была научить быстро перестраиваться, адаптироваться. И вот еще сложится что-то подобное, когда придется себя адаптировать и организовывать, может быть, свою жизнь в каком-то новом формате или ключе. Но это, безусловно, какая-то возможность. Поэтому здесь вообще активности эта карта движений. Поэтому выход из лабиринта, правда, не стоячее болото ни разу. Что еще? Шикарная карта. Смотрите, как интересно. Нулевой, 21-й аркан нам говорили о том, что история начиналась когда-то, и она уже завершилась. И 17-й старший аркан – это как перезагрузка. И если мы говорим, вообще я так об этом часто напоминаю, что в колоде Таро две карты, которые показывают будущее или конкретно дистанцию. Может быть, и по километражу, кстати, с учетом этой карты, но и по времени. И если карта Солнца – это 6-8 месяцев, то вот следующая дистанция, которую вам предстоит проложить, протоптать, может быть, мои дорогие, аркан Звезда – это лет 10-20. Вот это перезагрузка, новый жизненный период, этап. И это новое вдохновение. Это, кстати, ваша популярность. Аркан говорит, для тебя нет ничего невозможного. Тебя уже заголил какой-то предыдущий период. И ты теперь более беспристрастно, спокойно, вот с миром, гармонией в душе. Видишь все то, что ты уже пережил. И то, с чем ты в будущем столкнешься, оно не будет тебя так ранить, как это было в прошлом. Вы как какой-то панцирь, мои дорогие, ну, если так можно аллегорически выразиться, вы заработали. И вот этот очень сложный путь для панциря был необходим. Вас как закалила какая-то жизненная траектория, которую вы уже прошли. И вот теперь перед вами новые какие-то возможные испытания. Такое все же я допускаю, потому что карта говорит с одной стороны, что вдохновение, удовлетворение, безусловно, от проделанной работы, от приложенных усилий и доверие еще. То есть все равно что-то будет строиться на доверии. Поэтому, а доверие вы могли попасться на удочку из-за доверия. И вы уже этот опыт не хотите проходить до бесконечности. И, может быть, даже, если вы столкнетесь еще раз с какой-то историей, когда вы кому-то доверитесь, тогда примите во внимание вот этот прежний сложный опыт. Он вам не даст замечтаться надолго или попасть в какую-то прострацию, или вам самим уже не захочется, ну, как сводить что-то к нулю. Вы быстро сможете, если какая-то траектория вашего плана или ваших отношений, или того переезда даже, да, куда вы едете, а по аркану стела, звезда, это может говорить о переезде очень далеком, даже в другую страну, может быть, другой континент, мои дорогие. Но, значит, и там вы тоже все на месте быстро разберетесь, адаптируетесь. И вот сколько бы вам не приходилось, словно начинать с нуля, или чего-то, как для самореализации, пробовать, да, вы очень ресурсный человек. Вы очень интересный человек. У вас, наверное, высшие силы, Бог, да, но все зависит от вероисповеданий. Вас создали таким или такой, когда вы можете начинать, как, знаете, не просто новый жизненный этап, а вы проходите, ваша жизнь состоит из нескольких жизней. И это замечательно, потому что не все такое могут, но для вас это может быть тяжеловато. Вот представьте, у кого-то идет все размеренно, да, по нарастающей, ну, какие-то приходят плюс-минус там сообщения, мы проходим жизненные этапы, но нет какой-то ломки.
А у вас этих ломок может быть множество в течение жизни. Но тогда и вам способность к восстановлению природа, высшие силы подарила в каком-то уникальном эквиваленте. Потому что каждый раз, даже начиная что-то с нуля, вы как достигаете какой-то вершины популярности, вершины своего какого-то прогресса. И если происходят какие-то метаморфозы в вашей жизни, это необходимо для того, чтобы произошла эта самая перезагрузка перед новыми возможностями. На вас будут действительно воздействовать люди, еще какая-то многозадачность. За вами будут пытаться, ну, знаете, как уцепиться. Вот представьте, ну, конечно, у каждого и близкие могут быть, кто-то меня смотрит, люди семейные. Ваша мера ответственности, да, если мы говорим вообще как и в личной жизни, так и нерешенные вопросы, может быть, и по финансам, и по месту пребывания, или какие-то контакты. За вами, вы, поскольку сильный человек, за вами всегда будут следовать те, или даже, я бы сказала, пытаться ухватиться те, кто вам завидует, или те, кто более слабее, чем вы. Они будут вносить некоторый хаос, неурядицу в вашу жизнь, именно потому что они вас будут останавливать. Почему останавливать? Кто-то имеет, даже если близкие люди, все равно, каждый из нас, хоть мы даже буквально родня, мы говорим, да, по крови, а все равно ведь это отдельно взятые личности, уже сложившиеся. И уже даже мы можем сказать, с подросткового периода вот эта личность и проявляет некоторые особенности характера или индивидуализма. И это мы тоже не можем, мы можем где-то корректировать, да, вот некоторые позиции, если это наши дети, но опять не до бесконечности. А когда они становятся взрослыми, мы уже вообще ничего не можем корректировать. Это уже корректируют либо они сами, либо их корректирует жизнь, судьба, предоставляя им тот или иной опыт. И от того, как они действуют, воздействуют, или наоборот взаимодействуют, даже с какими-то сложными превратностями. Это уже зависит от них самих. Так вот, за вами пытаются уцепиться, потому что, не побоюсь этого слова, потому как либо не согласны, либо видят в вас более надежного человека или того человека, который может выручать по деньгам, или того человека, который может помочь, к примеру, по работе. Или вы можете быть, к примеру, как руководителем, или у вас свой бизнес и есть, может быть, даже те люди, с кем вы взаимодействовали прежде, а тут вам придется и партнерство по бизнесу, по личному делу пересмотреть. Не давать, иными словами, тем, кто пытается вот так за вас ухватиться, тянуть вас словно назад. Представьте, что вы, ну, где-то пытаетесь выбраться из, ну, с какого-то дна. И на этом дне не вы одни, а еще и все остальные. И вы карабкаетесь наверх, а они вас ухватывают и тянут снова вниз. Вот какая-то подобная история, мои дорогие, она у вас еще будет продолжена. Будьте к этому готовы. И от вас будет зависеть все-таки карабкаться вперед дальше. Понимаете? Окружение, мои дорогие, от начала до конца. Карта будущего. Для вас нужно выйти или с этого дна, или с этой какой-то жизненной сложной ситуации, когда вот как путь или к звезде к своей, или исполнению желаний. А он предусматривает то, что вы видите не просто, ну, представьте, что вы и еще кто-то, вы вместе находитесь в каком-то ограниченном пространстве. И вы можете видеть вместе только небо. И вы умеете видеть это небо, а люди этого не видят. Те, кто пытаются за вас уцепиться, они видят только вас и ваши возможности. Но ваш путь к солнцу, он должен быть продолжен. Вот именно вот эта стена какая-то, если мы говорим снизу, да, мы поднимаемся наверх, она должна быть вами преодолена, чтобы вы видели горизонт, не просто небо, а уже горизонты. Вот эта карта будущего, это ведь тоже где-то перезагрузка. Почему по этой карте это уже возможности?
Но это когда, знаете, мы какую-то временную передышку делаем, чтобы восстановить силы или проверить, все ли мы с собой нужное, необходимое взяли. Из прошлого есть такой момент. Может быть, вам придется и учиться чему-то, или для себя рассматривать некоторые варианты. Вот очень символично новые варианты. И у вас выпадает, как вот восьмерка у вас выпадала, мечей, да? Здесь это называется девятка мечей в этой колоде ангелов. И, по сути дела, закрытые глаза или искаженное восприятие. Это то, что нам страшно увидеть, или то, что мы видеть не хотим. Поэтому вы можете снова столкнуться с какими-то прежними эмоциями, но здесь вам их будет быстрее или легче преодолеть. Почему? Стоит только открыть глаза. И реальность вы себе можете напомнить. Вот этот опыт, он вам был необходим. Потому что, может быть, вот как путь к солнцу, преодоление каких-то внешних препятствий, оно немыслимо без того, пока мы не увидим сложившиеся обстоятельства. Потому что будут и то, от чего придется отказываться. Или провзаимодействовать с тем, что вы будете иметь. Но будем говорить, выход из лабиринта не самый простой, что же еще. И восьмерка, посмотрите, девятка, восьмерка, но в конечном итоге вот этот забор ледяной, или как какой-то выбор, который вы никак не могли сделать, или путаница, мои дорогие. По сути дела, путаница – это многозадачность, или лабиринт, он уже закончен. И вот мы подходим, если мы говорим выход из лабиринта, вот этот человек уже вышел из лабиринта. И не случайно здесь прописано конфунсионы. Это и есть, это путаница. Вот она уже закончилась. И вот это солнце, оно как освещало вам какой-то путь, очень сложный путь. И теперь это может вам сейчас казаться, что я не вижу выхода, а вы уже подошли к нему. Он для вас уже совершенно очевиден. И ваша задача просто вот этот забор из мечей. Это ведь непреодолимое последнее действие, когда просто достать нужно эти мечи, переставить и все, и пойти вперед. Поэтому будьте, вот здесь можно это расценивать как карту совет свободным арбитром. Я только что говорила, увидеть реальность. И вы уже практически можете завершить какую-то прежнюю негативную историю. И вы знаете, вы совсем скоро придете к выводу, что почему я чего-то боялся или боялась, почему я не верил в себя, почему мне казалось, что я не смогу, ну, как преодолеть какое-то препятствие, или почему мне казалось, что какая-то совершенно новая история не может быть в моей жизни. Почему я все время оглядывался назад или сделал что-то с оглядкой. Хотел или хотела быть всем удобной. Давайте мы теперь посмотрим, чем же завершится вот этот финал или выход из лабиринта, по крайней мере, ближайшая ситуация, ближайшие события, как они будут развиваться. Так выглядит у нас аркан Иерофанта, и мы говорим, это все по судьбе. Опять же, действительно, тут какой-то путь не такой простой, вам был совершенно необходим по судьбе для жизненного опыта, чтобы не повторять ошибки. У вас будут оформлены некоторые документы, если вот для кого это актуально, документы по отношениям, документы на релокацию, документы как, может быть, подписание договора по вашей работе, или это документы, пусть даже по какой-то истории, если мы говорим, когда вы сейчас даже, может быть, не общаетесь с партнером, если мы про личную, именно про любовь, любовную историю. Но я вижу, что все равно какое-то сообщение будет. И, может быть, это и вы какое-то время будете взаимодействовать с человеком для того, чтобы все расставить по своим местам. Потому что это карта, когда мы все поступаем как-то очень правильно. Или когда мы прописываем это на бумаге. Значит, я могу предположить, это вы тоже кому-то можете написать. Или пусть это вам человек пишет что-то. Или пусть это будет связано с, даже если с документооборотом, ну, каким-то образом эта история для вас может быть, даже если сейчас идет какая-то пауза, она может быть завершена,
именно потому, что вы подпишете какую-то важную бумагу или для вас что-то человек, может быть, пропишет буквально. Иными словами, вы сможете от чего-то оттолкнуться. Каков же будет дальше события будущего? И дальше вам придется, вот как эта девочка, пройти какой-то еще путь, балансируя. Опять же, про баланс. Ребенок относится к своей мечте без меркантильности. И девочка нам показана налегке идет, ей позволяет это держать баланс. Где-то вам будет помогать, когда вы не совсем будете видеть ту или иную историю только с позиции собственной выгоды. А вот именно игра, вся наша жизнь игра, когда мы, играя, относимся к чему-то. Мы составили себе план, и мы, играя, его пробуем. Видим, не пошел, ну и ладно, переиграем. Или изменим, скорректируем наш план. Это все то, что вам дает какую-то вашу перспективу быстрее осуществить, мои дорогие. Но двойка Земли, она у нас присутствовала в самом начале, поэтому я все-таки вижу для кого-то из вас действительно продолжение отношений, продолжение каких-то контактов, и человек конкретный, возможно, вам либо напишет, либо, еще раз повторюсь, какую-то бумагу, документ. Но вот есть что-то, то, что буквально запротоколировано, подписано, учтено с учетом либо традиций, либо правил, либо приказов, либо законов. Вот две эти карты говорят о том, что это как-то переложено в материальную плоскость. Что же еще в ближайшее будущее вас ждет? Очень люблю эту карту. И это карта, когда мы понимаем или прощаем себя, мои дорогие, за какие-то ошибки. Это карта утешения. Это прощение как и людей, тех, которые, может быть, нас обманули. Или мы прощаем не потому, что мы провели какую-то сложную работу над собой, или мы там как-то себя уговорили. Нет, это наступает здоровое равнодушие. Мы не можем до бесконечности опускаться, словно вглубь вот этого бездонного колодца негативных эмоций. Нам это попросту либо надоедает, либо мы устаем от этого. И в конечном итоге эта перезагрузка, она тоже происходит. Вот это прощение не потому, что мы с кем-то соглашаемся, а потому что мы понимаем, есть та история, которую мы изменить не можем. И да, есть еще грусть какая-то. Это сопряжено с этим. Но случилось, значит случилось. Прошли какой-то путь, ну, значит, мы его должны завершить. И это нас делает более свободными. И не случайно, по сути дела, выздоровление, мои дорогие. Утешение, выздоровление, здоровое равнодушие. И вот, пожалуй, наш такой сложный, я бы сказала, расклад, вот такой сложный путь. Да, он вас чему-то научил, это точно. Но вы последние аккорды какие-то делаете теперь буквально. И это и есть вот это сложное состояние. Выход из лабиринта, выздоровление. Что же будет продолжено? Еще одна карта королева мечей. Но в этой колоде буквально блистайте, мои дорогие. Это карта и интеллекта, компетентного человека, шикарного какого-то профессионала, эксперта, того человека, кто умеет радоваться. Радоваться собственным победам. Радоваться именно самому себе. Не устраивать себе какое-то самокопание, а тот, который самодостаточен, потому что он знает, чувствует в себе силу. Я сколько бы ни столкнулся с трудностями, я сумею их преодолеть. И в то же время тот, который, ну, понимает, что где-то мечта, или назовите это как интеллект, или то, что мы себе представляем, чего мы хотим достичь. Без этого наша жизнь невозможна, потому что, по сути, это вдохновение. Это то, за что мы можем уцепиться в сложный период жизни. Но есть еще и какая-то реальность, на которую нам это вдохновение нужно переложить. И оттолкнуться от той обстановки, когда, первое, должны быть сведены к минимуму какие-то преграды. И если эта преграда непреодолимая, значит, а не нужно пытаться пробить эту стену в надежде, что откроется дверь. Значит, нужно повернуть и какой-то путь продолжить в другом направлении. Вот, видимо, такое понимание, оно вам совершенно необходимо для того, чтобы вы исполнили какую-то свою миссию. К чему это все идет?
к вашей силе, мои дорогие. Карта силы. И, мои дорогие девочки, для кого-то из вас это встретить нового партнера, потому что вы как и еще прекраснее становитесь. Это в вас, как, знаете, какая-то искра новая возгорается в хорошем смысле, потому что вы можете менять имидж, вы можете в ваших глазах даже, знаете, есть то, мы говорим, имидж меняет, да, или как мы ломаем о себе у людей шаблон, потому что мы по-другому видим многие вещи в этом мире. И наш взгляд, буквально взгляд, он тоже меняется. И люди, с которыми мы будем сталкиваться, они это считывают с нас. Смена окружения вас ждет, скорее всего. Может быть, совершенно новые отношения по личной жизни. Я не вижу здесь, по крайней мере, развития какой-то прежней истории. По крайней мере, на какой-то период времени, мои дорогие. Мы смотрим ближайшее будущее. Ближайшее это может выражаться недели 2-3, ну, возможно, также и месяц, другой. Я здесь вижу настолько самодостаточного человека, для которого нет ничего невозможного. И, мои дорогие мужчины, это где-то вас, может быть, эта история научила быть менее агрессивным. Прообраз льва – это где-то прообраз нашего эго. Это то, что мы хотим именно в том формате, как мы хотим. Но мы понимаем, что нет, многое строится на дипломатии и на том, чтобы красиво и элегантно обойти острые углы. И тогда для нас нет ничего невозможного. Тогда вот эта перезагрузка, кстати, это для всех. Когда мужество нам хватает идти, ну, какой-то новый путь. Именно идти шаг за шагом, потому что что-то будет продолжено. Вообще энергетика как у мага. Выход из лабиринта. Вот, наверное, я уже не буду ничего продолжать, мои дорогие. И эта карта «Мечтатель». Это, безусловно, начало. Это надежды. Но это еще и протекция. И как ангел, это колода ангелов, ангелов-хранителей. Нам снова показана девочка, которая бежит за бабочкой. И если здесь какой-то период мы завершаем, да, понимаем, что, ну, нам что-то нужно сделать красиво и именно себе уже не навредить, поэтому и баланс необходим. Ну, вот как какая-то перезагрузка и новый жизненный этап с новым доверием, с новыми людьми, с новым социумом, возможно, который вы будете отстраивать, с новыми планами, с новыми возможностями. И за вами действительно ангелы-хранители наблюдают. Вы помните, в самом начале нам переворачивалась шестерка пентаклей. Я говорила, есть взаимообмен. Вот у вас, мои дорогие, с ангелами взаимообмен, с высшими силами. Они вас буквально поддерживают. И в этой карте они вам об этом и хотят сказать. И если мы говорили, выход из лабиринта, знаки судьбы. Вот у вас завершение и начало практически. Вы уже стоите на пороге. И это пороговое значение. Вот, наверное, нам обрисовала карта колесница, что что-то, как в прошлом, не будет продолжено. Поэтому аккуратно. Искусство мелких шагов по направлению к новым возможностям, к новому качеству жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.